Однажды, весенним погожим днем, я решил прогуляться по степи, которая после оттепели и последующего похолодания покрылась снежным настом, превратившись в бесконечную твердую площадь. Я шел пешком там, где еще вчера можно было пройти только на лыжах. В хорошем настроении я удалился от города километров на 6-7. Городские многоэтажки скрылись за сопками, степь на солнце сверкала белизной. Местами из-под снега выглядывали верхушки прошлогодней травы. В какой-то момент я заметил слева по направлению ветра какие-то движущиеся точки. Я пригляделся к этим точкам и понял, что это движутся животные, наверное, собаки. Кто не видел возле города или даже в городе собачьих стай? Какое мне дело до них, а им до меня? У каждого свои пути. Я гуляю по степи, и мне не интересны какие-то бродячие псы. Так я прошел еще метров 500, и что-то все-таки заставило меня получше приглядеться к существам, двигающимся вдалеке. Интересно двигаются. Каждая собачка пробегала в определенном направлении несколько шагов и останавливалась. Потом вновь пробегала уже в другом направлении и вновь останавливалась. Все это выглядело на расстоянии, как некое веселое мельтешение. Вот тут-то я и подумал, интересно движутся собаки, как будто рыскают. Рыскают – это ведь движение с изменениями направления и с остановками. Я бодро шел по насту и вдруг остановился. Невероятная мысль пришла мне в голову. Что же это за собаки? И за собачья стая, которая рыскает так далеко от города. А вдруг это стая волков? Я оглянулся. Вокруг во все стороны располагалась белая степь, покрытая снежным настом. Первое, что приходит в голову человеку, оказавшемуся в таком сомнительном положении, это залезть на дерево. До ближайших деревьев было не меньше километра. Не успею, подумал я, но все-таки повернулся к лесочку, который рос в противоположной от стаи стороне, и побежал туда легкой рысцой. Через пару десятков шагов я оглянулся, и, о ужас! Стая уже не рыскала, а располагалась в линию, направленную в мою сторону. Я побежал, что из сил, и еще через пару десятков шагов вновь оглянулся. Стая была уже метров в 200-300 от меня. Теперь это были уже явственно бегущие серые животные, и я увидел, что их было около 7. Я убегал, а они догоняли. К деревьям я практически не приблизился, и итог этого соревнования стал для меня очевиден. Несколько минут назад я гулял по весенней степи, о чем-то значительном размышлял. Мне было комфортно и безмятежно. И вот уже совсем рядом верная смерть, и нет спасения. Я это понял всем своим существом. И самое горькое, что это была правда. И ничего, кроме правды. Причем я сам виноват в этом. И все по моей глупой самоуверенности и оторванности от степных реалий. Я отчетливо представил, как меня окружат, разорвут на куски и съедят. Если бы вы знали, как это страшно и непостижимо. Вот и смерть твоя пришла. В горьком отчаянии прокричал я сам себе на бегу. Дальше произошло то, чего я никак не планировал и никак от себя не ожидал. Какая-то сила вдруг резко развернула меня. Я поднял руки вверх, грозно закричал и бросился навстречу стае. Через несколько шагов я увидел, что первый волк остановился. Я это увидел, но продолжил свой бег, сопровождаемый моим звериным криком. Вместе с вожаком остановилась вся стая. И как ни в чем не бывало, стала рыскать в сторону, удаляясь от меня. Теперь и я остановился. Я еще не понял, что все позади, и стоял, наблюдая за стаей. Стая убежала уже далеко, а я еще стоял, совершенно опустошенный. Потом я пошел в сторону деревьев, но понял, что надобность в деревьях уже отпала. По-видимому, волчья стая не повторяет отмененное нападение. Уже потом, анализируя свое поведение в момент смертельной опасности, я понял, что меня спасли далекие предки,
которые оставили мне где-то в глубине подсознания спасительную модель поведения. Настоящее отчаяние и настоящий страх смерти включил эту далеко спрятанную программу. В тот момент я не перебирал варианты спасения, их просто не было, и смерть казалась неизбежной. Однако предки, когда-то спасавшиеся в похожих ситуациях, знали, что это не так. Светлая память вам, предки! Недавно я прочитал в рассказе Мухтара Ауэзова, что степные волки боятся человеческого голоса. Мне кажется, что это должен быть грозный крик мужчины.